Внизу проплывали поля сражений. То там, то тут из темноты возникали вспышки, блуждающие огоньки, разноцветные лучи светящегося газа и другие пиротехнические эффекты. Все это казалось похожим на праздничный фейерверк, но это не было праздником. Это были марсианские будни. Весь Марс был гигантским полигоном, на котором непрерывно день и ночь шел поиск наилучших технических решений, поиск, рождавший удивительные изобретения. Одолев за четверть часа несколько сот километров, робот начал снижаться. Впереди показался крутой склон горы. Робот двигался прямо в направлении этой каменной стены, и Андрею показалось, что они сейчас врежутся, но в последний момент огромная каменная плита высотой метров 5 автоматически отъехала в сторону, и робот влетел в открывшуюся за ней пещеру. Андрей инстинктивно обернулся и увидел, как плита возвращается на место. Робот коснулся пола пещеры и остановился. Зажегся свет. В конце пещеры были раздвижные двери. Они открылись, и Андрей увидел кабину лифта. Самого обыкновенного лифта. Ну, может быть, кабина была чуть попросторнее и получше отделана. «Слезьте с робота и войдите в лифт», — сказал голос в наушниках. Как только Андрей вошел в кабину лифта, двери за ним захлопнулись, и он почувствовал, что лифт пошел вниз со все возрастающей скоростью. И тут он понял, что кислород у него в скафандре кончился. Дышать становилось все труднее, и он уже не понимал, в самом ли деле он проваливается в толщу марсианских недр, или у него просто кружится голова от нехватки воздуха. Но зеленый огонек на стене кабины, очевидно отображающий ее положение, продолжал двигаться вниз, отсчитывая какие-то уровни. Но что это были за уровни, какова их глубина, Андрей мог только догадываться. Опустился ли он на 100 метров или же на километры под поверхность Марса, он не знал. Зеленый огонек поплыл перед глазами, и Андрей потерял сознание.